Привет, друзья! Одной из наименее изученных частей нашего земного шара, несомненно, являются глубины Мирового океана. И, к сожалению, даже в 21 веке человечество не способно тщательно изучить морское дно на расстоянии многих тысяч метров от водной глади. И очень жаль, ведь именно там обитают одни из самых интересных и пугающих существ на нашей планете. С вами Топ Смайлз, и сегодня мы расскажем вам о 10 удивительных представителях подводного мира, которые наверняка вызовут у вас удивление. Так что наливайте чаек, кофеек и поехали! Рыба-звездочет. Этого свирепого хищника назвали так благодаря расположенным на макушке глазам, обращенным к небу, ведь в какой-то степени он напоминает астронома, который наблюдает за звездами. Также имеет большой обращенный вверх рот, с помощью которого, зарывшись в песок, можно без труда нападать из засады на ничего не подозревающую добычу. У них есть ядовитые шипы с двойными бороздками позади жаберной крышки и над грудными плавниками, в результате чего раны для человека могут быть довольно серьезными. Также звездочет обладает электрическими органами, которые находятся в специальном мешочке за глазами и могут разряжаться до 50 вольт, в зависимости от температуры воды в данный момент. И поскольку это хищники из засады, то могут вполне успешно применять к жертве как яд, так и электрические разряды. Зоологи называют их самыми подлыми созданиями, а иногда даже и рыбой-тещей. Большую часть своего времени они проводят на дне, зарывшись в песок, и видимыми участками остаются только глаза и усики на краю рта, которые служат для защиты от песка во время дыхания, а также своеобразной подвижной приманкой для привлечения добычи. Этот малыш достигает в длину около 45 сантиметров и обитает относительно на мелководье в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Индонезии, Фиджи и Самоа. Азиатский овцеголовый губан. Никто не знает, по какому принципу бог морей и океанов наделял своих подданных той или иной внешностью. Но можно с уверенностью сказать, что рыба, известная как азиатский овцеголовый губан, не входила в число его фаворитов. Эта рыба, которая может достигать в длину около 1 метра и вес в 14 килограмм, населяет скалистые рифы вокруг японских островов, Корейского полуострова и в Южно-Китайском море. Местные дайверы сочли ее настолько малопривлекательной, что наградили обидным прозвищем «Шрек». И на самом деле, кому могут понравиться огромные шарообразные выросты на лбу и подбородке и серое неуклюжее туловище? Интересно то, что вся эта красота появляется у него не сразу, а только во взрослом возрасте. Молодые же губаны выглядят намного симпатичнее, и их яркое желто-оранжевое туловище с белой полоской от глаз до хвоста лишено каких-либо неестественных выростов, а хвост и плавники украшены черными пятнами. Об их образе жизни мало что известно. Предположительно, в их рацион входят моллюски и ракообразные, живущие на мелководье и в коралловых рифах. Проживает губан долгую, длиной в несколько десятков лет жизнь, в течение которой несколько раз меняет свой пол с женского на мужской и обратно. Такое явление в природе называется протогенией. В Японии овцеголовые губаны пользуются большой популярностью у местных дайверов и туристов. Кузовок-кубик. Живущие в тропических водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов, представители отряда иглобрюхообразных в ранней молодости почти ничем не отличается от небольших, длиной до 4 см плавающих кубиков, с темно-синими точками на желтых гранях. Вырастая, это чудо природы увеличивается примерно в 10 раз и теряет свою необычную форму и яркий окрас. Взрослые особи постепенно приобретают грязновато-оливковый оттенок, их туловище вытягивается, а синие кружочки на чешуе превращаются в размытые желто-голубые пятна. Они обитают в близком соседстве с коралловыми рифами на небольших глубинах от 1 до 40 метров. Больше всего этих рыб встречается у берегов Индонезии и Филиппин, а также у восточного побережья Австралии и юго-западе африканского континента. Кузовки-кубики – одни из немногих рыб, чье туловище надежно защищено плотными костистыми пластинами, образующими своеобразный панцирь.
Помимо этого, раненые или потревоженные особи выделяют через кожу токсичные вещества, способные убить, либо же хорошо отравить любую рыбу, оказавшуюся поблизости. Питаются они в основном водорослями, а недостающие элементы получают из периодически отлавливаемых рачков, червяков и мелких рыб. Миксина, или рыба-ведьма. Внешний вид и образ питания этой твари отвратителен. Она настолько скользкая, что человек не способен удержать ее в руках, а рыбы-хищники не могут ее одолеть. Когда к миксине приближается враг, ее поры начинают выделять слизь в огромных количествах, которой хищники могут подавиться. Скользкое круглоротое животное охотится как на пораженных болезнями и умирающих рыб, так и вполне здоровых. И если удается завладеть рыбой, миксина прогрызает дыру в ее теле и начинает поедать внутренности или высасывать мясо до костей. Но все же, если жертва еще способна сопротивляться, миксина выпускает поджаберную крышку своей добычи слизь, после чего бедная рыба погибает от удушья. Максимальный размер рыбы-ведьмы варьируется от 40 до 80 см, а обитает этот хищник на глубинах от 100 до 500 метров. Преимущественно около берегов Северной Америки и Европы, Исландии и Восточной Гренландии. Интересным фактом является то, что системой жизнеобеспечения этих существ служит соленая вода. Если процент содержания соли в воде падает до 29%, рыба перестает питаться, а при 25% и ниже – просто умирает. Волосатая рыба-лягушка. Эти морские обитатели славятся своим крайне необычным внешним видом. Их тело имеет шаровидную форму и покрыто тонкими отростками кожи, похожими на волосы. Это своего рода маскировка под водоросли и рифы, ведь рыба является хищником и, зарывшись в песок, большую часть времени проводит неподвижно за охотой. Движутся только ее отростки на теле и своеобразная удочка, которая представляет собой небольшой отросток на голове, имитирующий мелкую добычу. Как только жертва повелась на бутафорного червячка, в ход вступает жабья пасть. И благодаря создающемуся во рту вакууму, она может всасывать свою жертву всего за 1/6000 секунды. Это настолько быстро, что съемка не успевает запечатлеть данный момент на камеру. Была рыбка возле рта лягушки, и уже ее нет. Взрослые особи достигают в длину около 40 см, а лягушками их прозвали из-за метода передвижения по морскому дну на широких и мощных грудных плавниках. Кстати, ее наросты лучше не трогать, ведь они являются ядовитыми и довольно опасными для человека. Встретить эту необычную рыбу можно в теплых водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Рыба-луна, или мола-мола. На сегодняшний день является самой крупной костной рыбой в мире и достигает в длину около 3 метров, при весе в целых 1,5 тонны. В книге рекордов Гиннесса приводятся данные о рыбе, пойманной в 1908 году недалеко от Сиднея, длина которой составляла 4 метра 26 сантиметров, а вес 2235 килограмм. Ее сжатое с двух боков тело чрезвычайно высоко и коротко, при этом длина и высота примерно равны, что придает ей крайне странный вид в форме диска. Встречается эта рыба в тропических и умеренных водах. Часто ее можно увидеть лежащую на боку на поверхности воды, при этом торчащие плавники люди ошибочно принимают за акульи спинные плавники. Иногда ученые называют эту рыбу круглой дурой, ведь в интеллектуальном плане они невероятно медлительны и очень глупы. Взрослая особь весом в 1,5 тонны имеет размер мозга всего в 10-15 грамм. Питается этот гигант планктоном и кальмарами, личинками угрей и грибневиками, а также медузами. Рыба-луна является самой плодовитой рыбой в мире. Одна самка за раз может выметать до 300 миллионов икринок. Однако из-за вылова людьми и легкой добычи для хищников, численность в мире ее невелика. Диодон дикобраз, или длинноиглая рыба-еж. Это представитель многочисленного семейства иглобрюхих, включающего в себя более 120 различных видов, и обитающие в соленых тропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Все тело диодона дикобраза покрыто светло-серыми шипами и лишено брюшных плавников, и чтобы передвигаться в морской воде, рыба-еж использует грудные плавники, создавая свой собственный уникальный стиль плавания. Имея размер всего около 40 сантиметров, эти рыбешки хорошо различаются по половым признакам. У самцов иглы длиннее и реже, нежели у самок. Как и другие представители этого семейства рыб, длинноиглые ежи в случае опасности способны раздувать свое тело до размера, который в 2 раза превышает его собственный. Это помогает им отпугивать потенциальных хищников, или, по крайней мере, значительно усложняет задачу всем желающим его проглотить. Эти рыбы являются всеядными и питаются всем, что попадется на пути. По вкусу им придутся и моллюски, и морские ежи, улитки, крабы, и даже раки-отшельники. Мурена. Из-за слишком буйного нрава, мурена считается одной из самых агрессивных рыб на планете. Острые зубы и бесстрашие перед противником делает ее смертельно опасным хищником. В Мировом океане обитает более 100 видов этих рыб, каждый из которых отличается друг от друга. Но объединяет их одно – все они являются хищниками и питаются абсолютно всем, что попадется на пути. Рыбой и крабами, морскими ежами, осьминогами и каракатицами. Обычно мурена подстерегает жертву в засаде, привлекая ее шевелящимися носовыми трубочками, которые служат приманкой для мелких рыб. И при попытке поживиться этими червячками, от бедной рыбы уже в считанные секунды ничего не остается. В основном мурены ведут ночной образ жизни, но и днем всегда находятся начеку. Если она учует проплывающую мимо рыбу, то непременно атакует ее, особенно если еще и голодная. Самые большие особи этого хищника, которые были обнаружены человеком, достигали более 3 метров в длину, а максимально зафиксированный вес более 45 килограмм. Дайверам-любителям настоятельно рекомендуется не беспокоить эту рыбу, приближаться к ее жилищу и тем более засовывать руки в норку. Такое поведение она может расценить как агрессию и в качестве самообороны будет использовать не бегство, а нападение. Зеленый пилорыл. Этот представитель семейства пилорылых скатов выглядит поистине устрашающе. С туловищем, как у акулы, и с длинным, похожим на пилу носом, усеянным 6 десятками острых зубов. Однако от пилорылых акул его отличают более крупные размеры и расположение жабр, которые находятся на нижней стороне туловища, тогда как у акулы они расположены по бокам. Взрослый зеленый пилорыл – это крупное морское животное, вырастающее от 4,5 до 7,4 метров в длину, при этом более 1,5 метров приходится на вытянутое рыло, с каждой стороны которого расположены от 23 до 37 пар зубцов. Своим длинным носом-пилой скат пользуется как дубинкой. Проплывая по океанскому дну, он колотит им по песку и водным растениям, оглушая рыб и вытаскивая на поверхность рачков и кальмаров. Обитают пилорылы в Индийском и Тихом океанах, занимая обширную территорию, которая протянулась от восточного побережья Южной Африки до Индонезии и Австралии. Селятся же в илистых, спокойных местах на глубине до 5 метров. Самки этих животных являются живородящими и после 5-месячной беременности производят на свет детенышей около метра в длину с уже сформированными носами-пилами. С 2006 года зеленому пилорылу присвоен статус вида, находящегося на грани исчезновения. Клыкозубая рыба. Общее название семейства происходит от многочисленных удлиненных клыкообразных зубов, торчащих изо рта взрослых особей. И нетрудно догадаться, что эти рыбы являются прожорливыми хищниками, которые выжидают и заглатывают добычу целиком. Причем было замечено, что они питаются рыбой размером в 1/3 от их собственного размера. Но все же, несмотря на свой грозный вид и нрав, эти рыбы достигают всего около 16 сантиметров в длину и, как правило, представляют угрозу только для более мелких рыб, на которых они охотятся. Тело клыкозуба покрыто колючими защитными чешуйками и шипами, а по бокам их мозга образовались 2 лунки, чтобы освободить место для зубов, когда их челюсти закрываются. Обитает этот монстр на глубине до 5 километров и встречается практически по всему миру в умеренных и тропических морских водах.
Чтобы обнаружить добычу, у клыкастых есть боковые линии вдоль каждой стороны тела, которые очень важны для обнаружения изменений температуры и впоследствии движения потенциальной добычи. Рыба-капля. Глубоководная донная морская рыба семейства психролютовые, которая обитает на глубинах от 600 до 1200 метров у побережья Австралии и Тасмании. Длина этого чуда, напоминающая лысого унылого старика, не превышает 70 сантиметров и представляет собой непонятную студенистую массу до 10 килограмм с большими грустными глазами, ртом и человеческим носом, по бокам от которого располагаются два глаза. Одной из основных особенностей этой рыбы является отсутствие плавательного пузыря, так как на больших глубинах, где давление в десятки раз больше, чем у поверхности, плавательный пузырь не работает. Но все же, чтобы оставаться на плаву, рыба-капля представляет собой студенистую массу с плотностью немного меньше, чем у воды, что позволяет ей плавать безо всяких затрат энергии. И хотя у нее отсутствует развитая мускулатура, и плавает она довольно медленно, рыба разевает широко пасть и сидит на одном месте в ожидании проплывающей мимо добычи. В основном это мелкие рачки и беспозвоночные. Капля является несъедобной, но все же находится под угрозой исчезновения из-за расширения глубоководного рыбного промысла, так как все чаще попадается в сети вместе с крабами и омарами. Друзья, если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередное интересное видео. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и предложите тему для следующего видео. До встречи!